Небольшой обзор одного из самых лучших советских фотоаппаратов Киев-19 и небольшое сравнение его с братом по номеру Зенитом-19. Это, можно сказать, два флагмана советской фотопромышленности из 80-х. Про Зенит-19 у меня уже есть отдельный видеообзор, смотрите его на моем канале, ищите. Честно говоря, я считал Зенит-19 лучшим фотографическим устройством, которое я держал в руках, до тех пор, пока мне в руки не попал вот этот Киев-19. На самом деле между ними функционально практически разницы нет, то есть функции здесь фактически такие же, за исключением некоторых мелочей. Например, у Киев-19 диапазон выдержек от 1/500 до 1/2 секунды, а у Зенита 19 от 1/1000 до 1 секунды. Но на самом деле у Киева 19 есть брат-близнец Киев 20, у которого тоже есть выдержки и 1/1000, и 1 секунда. И есть автоспуск. Здесь, кстати, нет автоспуска. Здесь он тоже отломан, но теоретически должен быть. Так что есть у Зенита 19 полный аналог в линейке Киев, это Киев 20. Киев 19 это немного упрощенная модель для удешевления. Но нам, как фотолюбителям, особой разницы в этом нет. Что Киев 19, что Киев 20 будет доставлять большое удовольствие. Итак, на мой взгляд, в чем преимущество перед Зенитом 19 у Киева? Это в его эргономичности. Во-первых, он выглядит как цельный кусок металла. Он очень приятно лежит в руке. У него здесь сделаны вот такие утончения. И он очень хорошо ложится в руку. Очень удобно нажимать кнопку спуска. Очень удобно переводить затвор. Чего не скажешь о Зените 19. Здесь все в целом тоже неплохо, но вот эта часть, она заметно толще, и поэтому в руке он лежит немножко, как-то не так удобно. В принципе, затвор тоже неплохо переводится, и спуск неплохо нажимается. В целом, как-то вот чуть-чуть он как-то менее удобно лежит в руке, я бы так сказал. Хотя и то другое устройство очень приятное, и ко всему привыкаешь. Плюс в Зените 19 много пластиковых вставок снизу, сверху, и вот это дает ощущение некой пластиковости и некой большей дешевизны. Хотя, наверное, на самом деле это не так, поскольку Зенит 19 стоил ощутимо дороже, чем Киев 19, практически в 2 раза. Он порядка 350 рублей стоил в советское время, а Киев 19 порядка 150, что значительно дороже. Киев 19 оснащался объективами, здесь в данном случае у меня объектив Arsat N, бывает еще Helios N и другие объективы с логотипом N. Они предназначены для особого байонета, точнее этот байонет полностью совместим с Nikon. То есть вы этот объектив можете установить на любой фотоаппарат Nikon последних лет и спокойно им пользоваться. Из этого вытекает главный минус такой, что такой оптики на рынке достаточно мало, и она достаточно дорогая. Раза в 1,5-2 дороже, чем для резьбы М42, которой на рынке полно, и выбирай на любой вкус. Но если сильно этим не заморачиваться, например, я снимаю на стандартные полтинники, и они меня вполне устраивают. Я не особо хочу менять оптику. Даже если захочу, то в этом нет особой проблемы. Можно найти. Так вот, как я говорю, Киев очень приятно сделан. Ощущение цельного куска металла у тебя в руках. Очень с приятным таким хрустом переводится затвор. Что мне очень зацепило в Киеве, это очень мягкий спуск. Он очень тихий, и он гораздо меньше отдает на фотоаппарат, чем в Зените. То есть в Зените он начинает прям сотрясаться,
от отдачи зеркала. Здесь очень плавно, очень спокойно и как-то мягко. Вот показываю, как в «Зените» это происходит. Звук, кстати, очень похож затвора, но существенно большая отдача от зеркала идет. На любой, причем, выдержке. Прям вот я чувствую, как в руках он немножко сотрясается. Если на быстрых выдержках это еще может быть не сильно значимо, там на 1/1000, на 1/500, то на 1/30, на 1/15 уже это влияет и появляется ощутимый смаз. Выдержки у Киев 19 регулируются не как у большинства фотоаппаратов сверху, а вот здесь сделано такое колечко спереди. Казалось бы, это может быть неудобно, но на самом деле, если вот так наклонить фотоаппарат, цифры пронумерованы сверху колесика, и они достаточно удобно читаемы, и легко их можно устанавливать. Дальше здесь кнопка ISO заблокирована рычажком, то есть случайно ее не сдвинешь. Когда нажал, можно передвинуть. У «Зенита» ISO регулируется снизу, достаточно тугое, и, пожалуй, случайно его тоже не сдвинешь. Объектив у аппарата штатно используется Helios 81N или Arsat N, более позднее название. Очень компактный, очень приятный, считается одним из лучших советских полтинников. Ну, коих не так много, но тем не менее один из лучших. Также вот у него срабатывает прыгалка диафрагмы без всяких проблем, когда фотографируем, например. Автоспуска здесь нет. Ну, честно говоря, он мне ни разу не был нужен. У «Зенита» 19 все немножко, наверное, так скажем, профессиональней. Выдержки регулируются сверху, диапазон больше. Здесь кнопка для перемотки пленки. Ее можно зафиксировать и сделать мультиэкспозицию. Прыгалка диафрагмы регулируется здесь, точнее устанавливается. Видоискатель большой и чистый, светлый. Есть микро растер для удобства наводки. Экспонометр TTL. Внутри два светодиода. Один показывает плюсик, другой минус. Если экспозиция нормальная, то горят сразу оба, ну, как сейчас примерно. И если света слишком много, горит плюсик, если слишком мало, горит минус. К сожалению, далеко не всегда экспонометры исправны. Бывает, вообще отказывают. Бывает, частенько они какие-то светодиоды не горят, например, плюс или минус. Ну вот у данного экземпляра с этим все в порядке, экспонометр работает. Я снимал на пленку, все очень корректно. И все светодиоды горят. У «Зенита» 19, в принципе, аналогичный видоискатель. Он практически такой же по светлоте, чуть-чуть темнее на самую капельку. Также есть микрорастер. В отличие от Киева, здесь установлена стрелка, как на «Зените» TTL. То есть, если экспозиция недостаточная, стрелка уходит вниз. Когда света много, стрелка поднимается кверху. Ну и когда мы все параметры угадали, стрелка практически не отклоняется. Ну, может быть, самая малость. Это нормально, можно фотографировать. И у «Зенита», и у Киева используются металлические шторки с вертикальным перемещением. Здесь мы можем поменять выдержку. Вот сейчас выставил 1/2. Но отличие Киева от «Зенита» в том, что здесь вы слышали такое жужжание, здесь стоит механический замедлитель. То есть он может работать и без батареек. В отличие от «Зенита», здесь медленные выдержки, например, та же 1/2, управляются при
помощи электромагнитов. И, соответственно, без батареек она работать не будет. Вот я сейчас показываю. Здесь электросхема ей управляет. То есть, например, 1 секунда. Соответственно, все остальные выдержки, кроме 1/1000, здесь управляются электросхемой. И только 1/1000 механическая. Если батареек не будет, то все выдержки будут срабатывать как 1/1000. Здесь даже без батареек мы спокойно можем фотографировать на любых выдержках. Если, конечно, все исправно. К сожалению, у данного конкретного фотоаппарата есть небольшая проблема. На выдержке 1/500 почему-то у него западает одна шторка и не открывается до конца. Все остальные выдержки отрабатывают нормально. Вот как вы видели, только наполовину открылось. А вот на 1/60, скажем, все уже работает нормально. В общем и целом, оба фотоаппарата достойны внимания, оба интересны. Мне нравится и тот, и другой. И, честно говоря, большое сомнение, какой из них выбрать. С сугубо практической точки зрения, наверное, побеждает Zenit 19. У него чуть больше выдержек. У него есть возможность сменной оптики. Но в плане, как сказать, удовольствия от использования, Киев 19 серьезно впереди. Гораздо удобнее, чуть легче, лучше лежит в руке. Не знаю, мне как-то он доставил гораздо больше удовольствия от того, как я им фотографировал. Оба эти фотоаппарата вы можете приобрести. Заходите по ссылке в описании на мой профиль на Авито. Там вы найдете эти фотоаппараты, другие фотоаппараты, объективы и прочие фотопринадлежности, которые можете приобрести. Всем пока, до новых встреч! Imaginary picture. Usually it's something